Привет, меня зовут Захар Болтовзеро, и пару месяцев назад у меня выходил видеоролик, где я разбирал чистый спидран Dead Cells. Но кроме категории Fresh File, есть интересный спидран, когда игру проходит за 20 секунд, и не только. Но обо всем по порядку. И начнем, конечно, с выпрашивания подписки. Хочу набрать 20 тысяч подписчиков до конца лета. Цифра большая, но вместе у нас все получится, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видеоролик, а мы переходим к спидранам Dead Cells. Как я говорил в прошлом ролике, есть несколько категорий спидранов, и сегодня мы рассмотрим прохождение Dead Cells за 28 секунд. Этот спидран является мировым рекордом в своей категории, а выполнил его спидранер под ником Юн. Для начала разберем, какой стартовый ладают оружие у нас используется. Здесь у нас боевой дротик, бочкомет, крылья ворона и скорость света. Изначально для максимально быстрого передвижения используется боевой дротик, потому что к нему можно телепортироваться. И используется связка из крыльев ворона и скорости света, которая позволяет очень быстро проскипать внушительное расстояние. И уже на первой секунде спидрана хватается триггер, который отправляет главного героя к хранительнице времени. Это сюжетный триггер, который появляется один раз за все сохранение. И если диалога не было, то он будет работать все время. Во время телепортации таймер приостанавливается, и как только мы появляемся на арене, мы пролетаем мимо хранительницы времени при помощи уже знакомого глича со скоростью света и крыльями ворона. Поскольку этот диалог не является декорацией, а обычным уровнем, сразу можно перейти на следующую локацию. Падаем вниз, снова видим жесткий пролет всех неинтересных локаций и смотрим на трупы. Из прошлого спидрана мы в курсе, что это нужно для того, чтобы умения перезарядились, а таймер спидрана не тикал просто так. И после этого спидранер отправляется в заброшенную винокурню. Далее мы наблюдаем за пролетом по локации, и здесь есть интересный момент. Во-первых, бочкомет был взят не просто так, а именно локации, мы стены ломаем. Чтобы не тратить время на поиск ключа, здесь есть небольшой прикол. Дротик кидается в дверь, герой спускается вниз и телепортируется на дротик в момент рывка. Тем самым дверь пропускается, проламывается стена, и мы уже почти у главного босса. Падаем вниз, и тут спидранер 2 раза бьет по двери, чтобы таймер не шел, а умения откатились. Далее просто долетаем до перехода на следующий уровень, и происходит типичный скип босса. Но после этого, как спидранер оказывается у двери, которая ведет к коллекционеру, он разворачивается и пытается попасть в фонтан, чтобы зафиксировать таймер. Всего лишь 28 секунд на то, чтобы пройти Dead Cells. Это был разбор спидрана со скипом до хранительницы времени и без готового сида. В остальном спидран уже с готовым сидом похож на этот же спидран без сида, поскольку локация заброшенной винокурни имеет всегда плюс-минус похожее расположение финальных комнат. А рекорд же в спидране с уже готовым сидом принадлежит китайскому спидранеру Дангао. Но из-за авторских прав со стороны китайской площадки Билибили я не смогу вам его показать. Да и честно, почти все рекорды в этой категории принадлежат китайским спидранерам. А теперь перейдем к прохождению, которое вынесено отдельно, поскольку здесь не используется скип через хранительницу времени, которая также выполнил спидранер под ником Юн. Начнем снова с ладаута. Здесь у нас почти все то же самое, что было и в прошлом спидране. Боевой дротик, крылья ворона, скорость света и, внимание, штурмовой щит. В самом начале мы уже не увидим скипа до хранительницы времени, а простой забег, где враги пропускаются и по голове получают щитом. Скорость света обузится вместе с крыльями, по классике. Также пропускается вся вот эта нам ненужная ерунда и начинается вполне логичный скип. Спидранер залезает на стену, а все благодаря механике игры. И главный герой заходит в секретную руму, производит блинк через всю карту до стены, после чего залезает и отправляется на следующую локацию. Внимательно можно заметить то, что на миникарте видно то, что происходит телепорт на определенные участки. Моделька игрока никак не задевает все, что находится между. Именно поэтому карта не открывается, и именно поэтому в прошлом спидране хранительница времени не начинает свой диалог. Зацениваем трупы, перезаряжаем умения и экономим немного времени. И здесь также происходит абуз механик игры. Это не глич, и ничего сложного в исполнении этого нет. Спидранер залезает на невидимую стену и пролетает часть локации. Благодаря этому он сэкономил некоторое время, чтобы не залезать по цепям, и проходит локацию ручками. Доходим до первого босса, не забывая посмотреть на трупы. Босса, кстати, пропускаем и не триггерим его. Следующая локация на очереди — это расколотые святилища. Здесь остаемся ненадолго, поскольку всего лишь за пару секунд мы долетаем до перехода в часовую башню, а все благодаря крыльям и скорости света.
Кстати, в часовую башню никто сегодня не идет, а идем мы в заброшенный склеп. У спидранера он, кстати, называется худшим биомом. И правда, биом на самом деле не проходится максимально легко, но зато здесь можно заметить скип сквозь закрытые двери. И через дверь с 2 клетками мы идем на следующую локацию. Скорее всего, здесь было пройти быстрее, чем идти через часовую башню. Ну и с боссом, конечно же, драться никто не будет, просто идем дальше. И далее мы не увидим ничего нового, уже знакомый скип босса, движения, которые мы видели в других спидранах. Просто здесь иной маршрут, чем в спидране, со скипом до хранительницы времени. Игра пройдена за 2 минуты 56 секунд 990 миллисекунд. Это, конечно, не мировой рекорд, но в тот момент, когда спидран вышел, он им являлся. Также, посмотрев на мировой рекорд, установленный после, я видел там все то же самое, просто с немного другим маршрутом. Также есть вариант спидрана 5 клеток с 0 до 5, но я там не увидел чего-то нового, поэтому разбирать их уже бесполезно. Там уже реально решит скилл или удача. Но если вы очень сильно попросите, то я так уж и быть разберу 2-часовой спидран, всего доцелся. По факту, все спидраны, которые мы рассмотрели, имеют за собой абуз скорости света. Даже спидран категории Fresh File, который проходится быстрее, после выбивания скорости света с хранительницы времени. Если, кстати, не видели разбор спидрана категории Fresh File, ссылка будет в описании к видео, в аннотации. Также спасибо Нео за помощь в подготовке информации к видеоролику, потому что без него бы ролик бы задержался еще бы на месяц. Поэтому задумайтесь и обязательно поставьте лайк. Think about it, real talk. Ну, если вам понравился видеоролик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также можете написать, какой спидран еще стоит разобрать. Комментарии открыты, по какой игре может быть. Ну а на этом все. Меня зовут Захар World of Zero 2023. Всем удачи и всем пока. Я еще, короче, забыл. Во-первых, тут какой-то чудик на нас выкобенивается в реальной жизни. Think about it. Привет подписчикам канала World of Zero. Идите нахуй. А во-вторых, все спидраны можете по ссылке в описании, там они будут, можете посмотреть их самостоятельно. А также там будут ссылочки на мои социальные сети, Telegram, ВКонтакте. Там есть одна ссылка, вы на нее переходите, и там будет абсолютно все, что вас может интересовать. В Телеге все новости, во ВКонтакте прикольные приколы, на Бусти подписка. Деньги.